Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Мы продолжаем смотреть историю крокодила Васи и его друзей. Сегодня же мы посмотрим на разговор между Коалой и Петей. Коала делает часто то, что нельзя никогда делать в России. Поэтому она попадает в неприятности. А вы знаете, что нельзя делать в России? Если нет, то давайте смотреть дальше, и вы узнаете. Ну что, вы готовы? Поехали! Ла-ла-ла. Ой, хорошо, сейчас бы отдохнуть, полежать на диванчике и ничего не делать, как всегда. Петя! О, боже мой. Что, любимая, что случилось? Ты знаешь, я вот только что была в гостях у подруги, и ее мама на меня накричала. О, боже милая, ну что же ты сделала? Я ничего не сделала, я просто пела песню. Ты пела? Ты уверена, что ты пела песню? Ну, я не пела ее, я не помню слов, поэтому я просто насвистывала мелодию, вот так. О, ты совершила большую ошибку, Коала. Какую ошибку? У русских нельзя дома свистеть. Ну почему? Что же в этом плохого? Да ведь ты у них все деньги высвистываешь. Что? Что за глупости? Да, так люди верят, что ты свистишь дома, и потом у них денег не будут. Да, деньги просто так и исчезнут. Да уж, это странно, конечно. Я не раз уже делала какие-то вещи в России, после которых я не понимала, что я делала не так. Но если хочешь, я могу рассказать тебе, что нужно делать в России, чтобы не попадать в такие ситуации. Ой, Петя, ну не надо. Ну так вот. Нельзя жать руку через порог. Что? Просто нельзя через порог дома? Что ты имеешь в виду? Вот есть у нас здесь дверь, да, и у нее есть порог, и вот нам вот так нельзя пожать руки? Нет, нельзя. Но почему? Русские верят, что это к несчастью или к ссоре. Нужно сначала перейти через порог, и потом можно жать руки без проблем. Ха, странно. Что же там еще нельзя делать? Ой, много всего, большой список. Нельзя садиться на угол стола. Ой, дай угадаю, если я сяду на угол стола, у меня не будет денег, да? Нет, не денег. Ты не будешь, как сказать, ты не выйдешь замуж 7 лет. Тебя 7 лет никто не будет звать замуж. Ах, меня и так никто не зовет. Что? Ну ничего. Ладно, а как тебе такое? Ты знаешь, что нужно делать перед дорогой? Ну что-то там говорить? Нет, ничего говорить не надо. Нужно просто сесть и сидеть. А зачем? Ну, русские так говорят. Нужно присесть на дорожку, потому что когда ты садишься, ты собираешься с мыслями, да, и ты находишь силы, чтобы нести чемоданы. Поэтому ты так часто любишь сидеть, потому что у тебя не хватает сил, чтобы нести чемоданы. Да нет, я просто следую традициям. Ну что ты надо мной издеваешься? Да ладно, я же любя. Так вот, возвращаясь к порогу, не только нельзя жать руки через порог, также нельзя ничего передавать через порог. То есть, если я пришла в гости к друзьям, и мне нужно что-то им дать, мне нужно переступить через порог, снять обувь и потом им это дать. Ну, снимать обувь не обязательно. Ну да, надо сначала переступить через порог, а потом давать все, что ты хочешь. Господи, помогите, эти русские сумасшедшие. Также, когда идет вечеринка, и вы выпили алкоголь, нужно
купить еще больше. Ну, подожди, вообще нужно ставить бутылки на пол. Нельзя оставлять пустые бутылки на столе. А почему? Тоже к несчастью? Раньше, когда заканчивался алкоголь, приходилось покупать новый, и поэтому люди не хотели тратить деньги и ставили бутылки на пол. А вот такая традиция сохранилась. Интересно. Ну, я много не пью, так что это не проблема. Также, когда выходишь из дома, всегда обязательно проверь свою одежду. А что не так с моей одеждой? Ну, если ты одела ее наизнанку, то есть шиворот на выворот, ну я так никогда не делаю, но на всякий случай тебе говорю, то тебя будут бить. Что? Домашнее насилие? Да нет, так мы говорим просто, не сильно бить, а вот так, пуп, да, немножко шлепнуть. Это так люди делают, не знаю почему, но говорят, битым будешь. Боже мой, это же просто какие-то дикари. Ну ладно тебе, так веселей. И если у тебя есть сумка, да, моя сумочка, никогда не ставь ее на пол. Денег не будет. Правильно, тут ты права. Если ставишь сумку на пол, значит денег не будет. Вот и все. Понятно. Для русских очень важны деньги. Я поняла. Также, если ты несешь кому-то цветы, нужно обязательно дарить нечетное количество цветов. Нечетное? Что это значит? Ну, значит, 3 можно, 1 можно, 5 можно, а 4 нельзя. Но почему? Потому что четное количество цветов мы дарим только на похороны. Ой-ой-ой-ой, все, я поняла. Нечетные числа только 5 цветов, хорошо? 10 цветов – плохо. Понятно? Поняла. Также, Коала, вот ты когда идешь по улице, что ты делаешь? Ничего, я просто радуюсь дню, улыбаюсь. Вот, нельзя улыбаться незнакомцам. Но почему? Они подумают, что ты сумасшедшая. Ну как это я сумасшедшая? Просто я рада этому миру, этому дню. Русские, мы обычно улыбаемся только между друзьями дома, а на улице нужно такой, знаешь, покерфейс держать. Но зачем? Не знаю, такая традиция. Чтобы не подумали, что ты дурочка или что тебя легко обмануть. Правда? Да, они смотрят на тебя, ты улыбаешься, и злые люди сразу что-нибудь захотят у тебя украсть. Ой, все, я серьезная, вот такая. И самое главное и последнее правило – не говори о политике, особенно плохо о нашей власти в общественных местах. Ну как же, ведь у нас свобода слова. Ну да, свобода слова, да, точно. В общем, говори о политике только с друзьями и только дома, на кухне. В кафе не надо, в общественном транспорте тоже не надо. Понятно? Ну ладно, я поняла. У нас сейчас как в СССР. Вот так вот. Боже мой, Петя, как же ты выживаешь в такой стране с таким большим количеством правил? У меня голова уже болит, как ты все помнишь? Да, не знаю, я думаю, что я привык ко всему этому. Я ж тут родился, как-никак. Да, теперь многое становится понятным, почему ты такой. Какой? Ну, такой. Какой я такой? Ну, ты сам знаешь какой. Какой? Ну, такой. Вот и все, друзья. На сегодня, надеюсь, вам понравилась эта беседа Коалы и Пети. И вопрос для вас сегодня. А какие вещи нельзя делать в вашей стране? Напишите в комментариях. А также, знали ли вы эти правила в России? И знаете ли вы какие-либо другие правила, которые нельзя делать в России? Также пишите в комментариях, нам всем будет интересно. Как обычно, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. И отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, а также спасибо моим суперпатронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Холли, Андрея и Беслау. Спасибо вам, друзья. Желаю всем отличного дня.
Если вы также хотите поддержать меня на Патреоне, переходите вот сюда по ссылке. До скорого и пока-пока!